Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете прогнозы на основе комплексного анализа по данным фьючерсного и опционных рынков Чикагской товарной биржи, также структуру рынка согласно волновой теории Ральфа Эллиотта, зон маржи, собственно, которые выступают как сильные уровни поддержки сопротивления, а также вы найдете торговые рекомендации, чат и обучение. Присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, друзья, вы никогда об этом не пожалеете, я буду очень рад вас видеть. И сегодня, как всегда традиционно, три торговых инструмента: евро, золото, и бонусом будет австралийский доллар, где уровни, именно целевые уровни, горят ярким пламенем. Ну что ж, друзья, начинаем с евро. И по евро-доллару есть, собственно, одна большая интересная идея, глобальная идея. Мы сегодня на большой лекции разобрали ее, а именно большие продажи по евро. Собственно, вы видите сильный импульс снижения, далее коррекция восходящая, и с большой вероятностью мы увидим продажи. Но это история нескольких лет. А сегодня мы говорим о краткосрочных перспективах. И с точки зрения краткосрочных перспектив, опять же, очень хочется увидеть продажи, но в данный момент я не могу говорить о продажах, исходя из корреляции с австралийским долларом. Собственно, когда мы дойдем до австралийского доллара, вы все поймете, что я вам сейчас именно говорю. Более того, еще из корреляции с золотом, друзья. Плюс я по-прежнему считаю, что здесь в волновой структуре рынка нет никакого импульса. Я по-прежнему не знаю, что это за структура, но импульса я здесь найти, друзья, никак не могу. Однако наши коллеги утверждают, что структура у нас примерно в данный момент может быть даже вот таковой. Раз, два, три, четыре, пять. Я могу согласиться только с тем, что рассматривать мы с вами будем исключительно покупки. И сейчас будем общаться на тему «А почему?». А потому что если мы с вами посмотрим данные опционного рынка Чикагской товарной биржи, то мы с вами увидим по месячным опционным контрактам максимальный открытый интерес. По месячным опционным контрактам put на 7612 контрактов с проторговкой еще на 533, плюс здесь мы увидим 100% маржинальных требований к покупателям от Чикагской товарной биржи. А это очень хороший уровень, чтобы цене его протестировать, выкинуть большое количество покупателей из рынка и развернуться в направлении уровня максимального открытого интереса по месячным опционным контрактам call, где мы видим чистых опционных контрактов на сумму 252 миллиона долларов и контрактов 5605, прошу прощения, 5041 контракт. Это, друзья, основная идея. И если мы с вами посмотрим на контракты с экспирацией не в мае месяце, а в июне, собственно, экспирация будет 5 июня, то вы увидите, что огромное количество контрактов, достаточно большое, 6652 контракта опционных кол находится достаточно высоко наверху, плюс очень высоко еще находится 5868 контрактов. Да, конечно, внизу есть 4800, там 4700, 4200 с копейками. Мы посмотрим, как все это дело будет изменяться в течение месяца. Но покупки, в принципе, здесь это хорошая идея с точки зрения именно опционного рынка Чикагской товарной биржи и с точки зрения корреляции с франком и с австралийским долларом. Если с франком
евро зеркален, то с австралийским долларом достаточно часто они двигаются в одну сторону. Франк мы сегодня рассматривать не будем, в этом нет никакого смысла. Как иногда, опять же, нет смысла рассматривать евро и индекс доллара. Они зеркальны там в 90%, в 95% случаев. Мы сегодня посмотрим австралийский доллар. Поэтому, друзья, евро рассматриваем на покупку. Однако здесь есть маленький нюанс. Дело в том, что есть вероятность того, что коррекция закончилась уже, и цена развернулась в, скажем, начальном диагональном треугольнике. И после коррекции мы можем получить выстрел вверх. Поэтому, друзья, чтобы этого не произошло, рекомендую после коррекции, допустим, вы увидите здесь коррекцию к 38,2% по сетке Фибоначчи. Выставьте отложенный ордер buy stop и под минимум коррекции уровень стоп-лосс. Таким образом, вы себя застрахуете от резкого выстрела вверх. А ежели цена все-таки начнет обновлять минимальное значение, тогда дожидаемся уровня 1.1620. Кстати, про этот уровень я говорил на прошлой лекции, когда цена у нас была, где она у нас была? Вот здесь цена у нас была, я говорил про уровень 1.1620. Цена в данный момент двигается вниз, и если мы придем на тестирование данного уровня, давайте я лучше его открою на месячных контрактах, здесь будут видны, да, давайте я еще контракты возьму с ближайшей экспирацией, собственно. Опа, вот они появились, и мы тут видим очень-очень приятное скопление, 7612 контрактов с проторговкой еще 533, и это уровень 1.1620. Что еще интересно, друзья, этот уровень является максимальным уровнем скопления опционных контрактов put как месячных, так и, внимание, друзья, недельных. Собственно, и недельные опционные контракты, здесь максимальный открытый интерес. Поэтому я считаю, что данный уровень очень хороший уровень для уже начала покупок. Золото. По золоту все бы да ничего, были варианты как на продажу, так и на покупку. Собственно, на продажу варианты какие? Что, мол, коррекция еще не закончилась, и если мы начали коррекцию с импульса, потом получили некое коррекционное движение, и потом у нас с вами первая волна, вторая, третья, сейчас четвертая, и не хватает еще пятой волны, чтобы закончить полную коррекцию и развернуться вверх. То есть еще идея такая, что на самом деле коррекция уже закончилась, и на 4-часовом таймфрейме, в принципе, это более-менее неплохо видно. Во-первых, канал. Четко уровень попал в нижнюю границу канала, а во-вторых, раз, два, три, четыре, пять, друзья, здесь есть очевидная коррекция, которую на дневном таймфрейме не видно, но на 4-часовом таймфрейме она видна. А следовательно, если у нас уже есть пятиволновая структура, это не что иное, как импульс. И если коррекция началась с импульса, то, собственно, волнами А, Б, С коррекция могла быть уже закончена, и мы начинаем рост. И вот в этом росте весь смысл. А смысл заключается в том, что, конечно, вы прекрасно знаете, что волновая теория Эллиота – это искусство натягивания совы на глобус, поэтому в данном случае можно натянуть начальный диагональный треугольник. Получается максимально кривой. Либо мы его натянем вот таким вот образом, раз, два, три, четыре, пять, либо будем натягивать таким образом, но это означает только одно, что нам так хочется, чтобы здесь был начальный диагональный треугольник. Но такие кривые треугольники я ужас как не люблю. Но
Все бы опять же было ничего, но вы сейчас увидите. Друзья, на неделе, которая сейчас торговая, прошла календарная, собственно, сегодня заканчивается, у нас появились чистые заявки по опционным контрактам Call. 3 миллиарда долларов, 3 миллиарда долларов, 2 миллиарда долларов. Друзья, 8 миллиардов американских долларов сейчас находится в опционных контрактах Call. А вы знаете, что опционные контракты Call это как, собственно, конфета. Ты купил, денежку уже потратил, и все, можешь просто съесть и улыбаться. Дело в том, что вы сможете на этих контрактах заработать только в том случае, если цена дойдет до них до момента экспирации и еще выше пройдет. И вот тогда будет ваш заработок. А если какие-то компании, банки потратили 8 миллиардов долларов, а цена до момента экспирации этих контрактов не дойдет до них, то просто 8 миллиардов можно выкинуть в мусорку. Этот контракт скомкать и выкинуть, как конфету. Съел, а фантик выкинул. Поэтому, друзья, будем стремиться к этим контрактам. Я не думаю, что какие-то самоубийцы на Чикагской товарной бирже решили, что «Ай, мы ненавидим свое начальство, давай выкинем огромное количество денег, а именно 8 миллиардов. Зачем нам какие-то 8 миллиардов нафиг нужны? Давай выкинем и будем счастливы». А теперь самое интересное. А как же мы будем двигаться к этим, собственно, 8 миллиардам? И дело в том, что, конечно, в идеале нам бы увидеть еще продолжение коррекции. Объясню почему сейчас. Вот так вот будет понятнее, друзья. Здесь, в принципе, так. Да, здесь, в принципе, я, если очень постараться, могу натянуть начальный диагональный треугольник. Вот таким вот образом. Раз, два, три. Первая волна. Вторая, третья, четвертая, пятая. И это может быть начальный диагональный треугольник. В принципе, после коррекции продолжение падения. Но оно будет сейчас очень много. Сейчас я только проверю. 107, а здесь понятно. Дело в том, что кроме начального диагонального треугольника я могу натянуть коррекцию с импульсной волной А, далее волна Б и конечный диагональный треугольник в волне С. А теперь мы разворачиваемся и уже идем вверх. Ситуация очень похожа на евро, где я запросто могу натянуть начальный диагональный треугольник, и после коррекции мы начнем рост. Но очень хочется увидеть движение вниз в направлении уровня 1.1620, откуда уже разворачиваться и покупать, так как все-таки очень большое скопление опционных контрактов в пут, 7612 контрактов, это по евро очень много. Так вот, по золоту данный уровень тоже такой есть. И уровень маржинальный 100%, но здесь на этом уровне нету никакого ни максимального открытого интереса по пут-опционным контрактам, ни каких-то чистых, выраженных в долларах крупных заявок пут. А следовательно, мы будем рассматривать исключительно покупки с той мыслью, что у нас с вами образовалась уже коррекция в виде, опять же, импульс, коррекции и конечный диагональный треугольник, и мы в данный момент рисуем восходящий импульс. И вот что это за импульс? Вот убейте меня об стену, я не знаю. Я здесь могу только предполагать, сидеть, что-то хлопать ушами и предположить, что раз, два, три, четыре, пять, например. Потом коррекция и рост. Я не вижу на данный момент здесь никакого чистого импульса, его здесь нету.
не диагонального треугольника сужающегося, не расширенного диагонального треугольника, не пятиволновой структуры правильной, импульсной, ее здесь просто нет. Поэтому я предполагаю, что нам необходимо с вами дождаться, если мы такое увидим, еще рост, и потом после коррекции дождаться еще импульс, коррекцию, и только после этого входить в рынок отложенными ордерами buy-stop. Только таким образом, друзья. Либо, если рынок действительно полетит вниз, то это будет подарок. Потому что у нас с вами есть очень хороший краткосрочный диапазон поддержки. Максимальный открытый интерес по недельным опционным контрактам put и нижняя граница диапазона прибыли маркетмейкера по тем же недельным контрактам. И вот что интересно, нижняя граница убытка маркетмейкера находится как раз на уровне 100% маржинальных требований Чикагской товарной биржи к своим участникам. А значит, если цена действительно будет тестировать данный уровень, великолепный уровень для начала покупок. Кстати говоря, давайте еще натянем сетку Фибоначчи. По сетке Фибоначчи, к сожалению, данный уровень не попадает в диапазон 50%, 61,8 по Фибоначчи. Очень люблю этот диапазон, но все-таки в любом случае я натянул сетку Фибоначчи, чтобы просто проверить, а вдруг. Если не получилось, не попало, ничего страшного. Не всегда все уровни должны сходиться. Причем, что самое интересное, посмотрите, пожалуйста, друзья, это данные фьючерсного рынка. По отчетам комиссии по торговле товарными фьючерсами мы видим уменьшение покупателей на 2%. Это говорит о том, что в течение недели, возможно, цена по золоту еще будет снижаться. Но еще раз подчеркну, если мы увидим здесь еще небольшой рост, потом коррекцию чистую и импульс восходящий, то будем покупать. Сейчас очень важный момент не проворонить вход. Потому что, друзья, скопление на 8 миллиардов это много. Это очень много. Я вам сейчас покажу, какие тут будут контракты по месячным данным, например, с экспирацией, по-моему, на июнь месяц. Сейчас посмотрим. Так, это у нас экспирация 26 мая, пока еще не на июнь. Вот посмотрите, пожалуйста, уже с экспирацией на июнь здесь есть и 7138 контрактов, 6245 контрактов, 7372 контракта. Здесь контракты put этим похвастаться не могут. Но мы можем еще забраться чуть-чуть дальше, хотя в принципе так не рекомендуется делать аж через два контракта вперед, но посмотреть. Да, здесь везде контракты в принципе почти одинаковые, суммы очень небольшие, следовательно, мы с вами предполагаем, что до 26 мая эти 8 миллиардов долларов будут протестированы. Почему я по золоту говорю так медленно и стараюсь выбирать каждое слово? Потому что, во-первых, это очень высоковолатильный торговый инструмент. И не все, кто меня сейчас слушают, понимают, что такое математика управления капиталом и как рассчитывать объем ордера для входа в рынок, исходя из размера стоп-лосса и риска от баланса торгового счета. Более того, когда я говорю выражение стоп-лосс, еще многие, я думаю, думают стоп-лосс для лошар. А мы тут все мастера торговли, поэтому ты нам про стоп-лосс и сказки не рассказывай. Поэтому я вот медленно и каждое слово выбираю, чтобы вы поняли, что рассматриваем исключительно покупки и не нужно пробовать его продавать. Потому что покупки, друзья, профессионалы ждут рост. Если профессионалы ждут рост, да еще и заплатили за это 8 миллиардов долларов, давайте им поверим. Хотя бы немножечко поверим.
Вот, поэтому и мы с вами рассматриваем рост. А теперь я скажу очень красивую фразу. Можете использовать любой паттерн из интернета, любой бесплатный паттерн из интернета. А я имею в виду любую абсолютно стратегию, там, основанную на индикаторах или еще на чем-то. Или там дядя Вася какой-то вам сосед подсказал. Это не важно. Важно тут, чтобы вы входили в рынок не просто так. У вас всегда должен быть план. Вы всегда должны входить в рынок с планом, а не просто, а давай вот сейчас войдем, а стоп-лосс вот сюда поставим, а какой риск в стоп-лоссе, да мне плевать, а давай минимальным лотом зайдем, так это неправильно. Здесь в каждом выражении содержится ошибка. Поэтому, друзья, приходите в комьюнити Forex Times, я научу вас, как все грамотно рассчитывать, составлять план трейдинга и спокойно сидеть курить бамбук, и не смотреть каждые 5 минут в экран, и чтобы у вас там сердце колотилось, и не пить валерьянку, чтобы успокоиться, а просто четко следовать плану. Четко следовать плану. А теперь, друзья, австралийский доллар – это наиболее интересный торговый инструмент, который за 1,5 года меня обманул 3 раза. Я трижды указывал, кстати, и вам тоже в видео показывал, трижды указывал стратегические уровни, которые будут достигнуты ценой с большой очень вероятностью, но я всегда ждал хорошую коррекцию, чтобы можно было войти. Рынок обманул меня 3 раза. И вот сейчас, четвертый момент. Обманет ли австралийский доллар меня четвертый раз или все-таки я возьму профит? А смысл заключается в том, друзья, во-первых, есть идея в том, что по австралийскому доллару образовался треугольник. Треугольник, вы знаете, это предпоследняя волна, собственно, А, Б, С, Д, Е. И если мы в треугольник вошли через импульс, то через импульс мы из него вышли, и минимум был обновлен. Это значит, что теоретически коррекция А, Б, С закончилась, и мы уже можем начать расти. Но опять же, друзья, здесь только путем натягивания совы на глобус я могу сказать, что у нас начальный диагональный треугольник, и после коррекции я буду покупать. И я буду так делать, только покупать отложенными ордерами buy stop. Почему? Потому что я очень хочу, чтобы австралийский доллар, как и, возможно, евро, сходил и протестировал 100% маржинальных требований Чикаго к своим участникам. По той простой причине, что, а теперь внимание, во-первых, разумеется, покупки. Во-вторых, почему? Первое. Посмотрите, пожалуйста, на уровень 0,73. 7354 контракта. Это, друзья, стоп, секундочку. Это не те контракты, наверное. Да, абсолютно верно. Прошу прощения, я вам показываю контракты через месяц. Нет, давайте я вам сначала майскую экспирацию покажу. Вот у нас майская экспирация. Контрактов 5197, максимальный открытый уровень по, прошу прощения, максимальный уровень открытого интереса по месячным опционным контрактам колы здесь, в принципе, на сколько здесь у нас? 200, 300, почти на 400 миллионов опционных контрактов пут в американских долларах. Посмотрите, пожалуйста, что у нас внизу. У нас внизу нету такого скопления опционных контрактов кол, как наверху. Это уровень 0,73. А теперь мы посмотрим экспирацию не на 8 мая, а уже июньскую экспирацию. И вот там вы сейчас увидите много интересного и вкусного. И самое главное, что это все наверху. Экспирация на 5 июня. Посмотрите на это, пожалуйста, друзья. Это полный ахтунг. 7354 контракта, 11721 контракт и 8007 контрактов. Ну и сравните, собственно, вот с этими слезами. Вы прекрасно понимаете, и в принципе очень многие сейчас прекрасно понимают, что профессионалы на Чикаго ожидают действительно сильный рост.
как минимум к уровню 0.73, а может 0.75, я даже почти не сомневаюсь, и может быть 0.78, потому что 8 тысяч контрактов это много. Но есть проблема с уровнем 0.78, потому что опционными контрактами кол профессионалы на Чикаго хеджируют свои фьючерсы на продажу. Это означает, что на уровне 0.75 будут огромные входы фьючерсными контрактами на продажу. И какими тут объемами будут входы, пока непонятно. Вот, допустим, если бы был здесь чистый миллиард, скажем так. Ну, мне сейчас просто нужно будет зайти на Чикаго и перевести контракты в деньги. Посмотреть стоимость одного контракта по австралийскому доллару опционному, перевести в доллары, и тогда я вам скажу, какая здесь сумма находится. И, например, если тут находится 1 миллиард долларов, то фьючерсных контрактов будет где-нибудь миллиарда 3. Я думаю, на 3 миллиарда долларов фьючерсных контрактов на продажу рынок как-нибудь среагирует. Поэтому не факт, что 8 тысяч контрактов, цена до них доползет. Но, друзья, 0.73, 0.75 целевые уровни для нас. А теперь внимание. Так как же он все-таки пойдет? Сразу полетит или даст нам еще коррекцию, и только после этого рванет вверх? Вот я очень хочу эту коррекцию, но я так боюсь, что меня кенгуру уже четвертый раз обманет, что просто какой-то ужас. Хотя A, B, C, W, X и A, B, C, Y, чтобы выкинуть на 100% маржинальных требований Чикаго к своим участникам, выкинуть покупателей, насколько это возможно, и потом развернуться вверх, это просто прекрасно. Но не мы такие одни самые умные, скажем так. Ну, разумеется, есть достаточно много трейдеров, которые это все видят. Вот, поэтому, и что самое интересное, я посмотрел данные брокера Оанда по толпе. И толпа в данный момент по австралийскому доллару продает, по-моему. Там большинство, процентов 63-64% продают. Вот, и поэтому как бы рынку даже вниз сейчас и нету смысла идти. Поэтому я еще раз повторюсь, что я буду выставлять, конечно же, отложенные ордера, отложенный, прошу прощения, ордер buy stop. После коррекции, конечно же, я буду выставлять отложенный ордер buy stop, чтобы просто не пропустить вероятный выстрел вверх. Но, друзья, если у вас есть какие-то сомнения по евро, по золоту, кстати, вот по нефти у нас в комьюнити, если вы присоединитесь, вы по нефти увидите там огромные скопления, только я не скажу где, и вы увидите, как мы по нефти будем отрабатывать, собственно, и не скажу в какую сторону. Вот присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, все там увидите. Мы сейчас отрабатывать будем нефть, уже отрабатываем газ. Сейчас будем зарабатывать на австралийском долларе, возможно, на евро. Золото я очень не люблю. Очень политизированный торговый инструмент, плюс очень сильно на него влияют банки различных стран. Например, если китайский банк начнет продавать золото, мы об этом никогда не узнаем. Нам никто не скажет, что Китай начал продавать активно золото. Нам потом скажут постфактум, когда золото рухнет. А, так это Китай продавал. Ну, спасибо большое. До свидания. Вот. Но мы прекрасно понимаем, как действует сейчас нефть, собственно, как завязана нефть на США и Иран. Мы видим данные по газу. Вот сейчас я вам показал данные Чикаго по австралийскому доллару. То есть, пожалуйста, рассматривайте покупку, возьмите любые стратегии, которые там бесплатные в интернете есть. И если у вас совпадут там какие-то индикаторы куда-то зачем-то, то, пожалуйста, входите в рынок. Плюс, кстати, друзья, по данным комиссии по торговле товарными фьючерсами, у нас увеличение покупателей на 3%. Плюс тренд у нас восходящий. Вот, поэтому по австралийскому доллару, конечно, покупка, но я очень хочу увидеть коррекцию, продолжение, усложнение коррекции, и потом покупку, ну, чтобы это было просто очень красиво.
Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Надеюсь, вам будет информация сегодняшняя полезна. Еще раз в конце уже традиционно приходите в комьюнити Forex Times. Никогда не пожалеете, поверьте мне. Ну что ж, друзья, спасибо огромное еще раз. С вами был Дэн Стрелков. И всем классного вечера. И всем пока-пока.